Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на кухню! Сегодня хочу приготовить чили кон карне, да и по-своему. И приготовлю я ее, как я обычно говорю, просто, быстро и вкусно. С этим рецептом вы сэкономите несколько часов приготовления этого блюда, потому что здесь я максимально все упростил и оставил все то, что даст нам максимально насыщенный вкус. Готовится все элементарно, все расскажу, все покажу. По ингредиентам. Нам понадобится полкило фарша. Здесь у меня свино-говяжий. Вы можете взять свиной, либо отдельно говяжий. Я взял микс, потому что это всегда насыщеннее, сочнее и вкуснее. Также консервированная фасоль. У меня она будет острая, с чили. Остроту я добавлять не буду. У меня будет из острого только фасоль, потому что мои не едят острое, так как я это люблю. Поэтому по остроте вы уже регулируете сами. Очень хорошо подходит в это блюдо чили перец. Вы можете добавлять, например, пару колечек уже в конце приготовления и тем самым регулировать себе остроту данного блюда. Консервированная кукуруза, перебитые томаты в собственном соку. Здесь они у меня уже заправлены и с базиликом. Если вы берете, допустим, обычные томаты в собственном соку, цельные, вы можете их перебить блендером и затем уже добавить в чили кон карне, либо взять уже готовый соус, либо кусковые томаты. Вот на примере у меня есть вот такого плана, то есть здесь они идут кусочками, это не пюре, а рубленые томаты. Так что тут как бы тоже, если не нашли такое, берите другое. В этом нет ничего такого критичного. На крайний случай вы можете взять томатную пасту и затем уже развести ее водой. 3 зубчика чеснока, лук, морковь и сладкий перец. Я взял для контраста разные цвета его, чтобы было все красиво, потому что чили кон карне, он такой колоритный, у него собрано максимальное количество разных цветов, оно очень ярко смотрится и выглядит все очень вкусно. Так что хватит разговаривать, погнали готовить. Первым делом, что я буду делать, это разогреваю сейчас кастрюльку. Добавляю туда масло, разогреваю его и буду обжаривать лук с фаршем. Включаю плиту на максимальный огонь, добавляю масло. Так, слегка, чтобы оно было, но не перебарщивайте. Мы не фритюр делаем, поэтому с этим смотрите осторожно, чтобы оно не плавало все в масле, потому что фарш у нас и так будет жирненький, так как он со свининой. Вот, поэтому с этим смотрите. Лучок я нарезаю кубиком. Масло разогрелось, сейчас проверяю. Да, достаточно разогрелось. Высыпаю туда лук. Отлично. Начинается симфония кулинарная. Обжарочка, шкварчание, красота и песня. Так, мы его обжариваем до золотистого цвета. Затем я добавлю фарш. А пока можно будет подготовить остальные овощи. Морковь я также нарежу кубиком. Все ингредиенты, точнее те, которые я буду нарезать, я буду стараться делать одного размера. А размер этот примерно как зерно кукурузы, например. Чтобы оно все гармонично смотрелось и было приятно это все кушать. Так, вот нарезаю так вот на брусочки. И затем на кубики. Обязательно следите за луком, чтобы он не подгорел. Вот он начал подрумяниваться. Как раз можно уже добавить фаршик. Высыпаю. И разминаю его по кастрюльке, насколько это сейчас возможно. Потому что он еще цельным куском. Но когда он будет поджариваться, расходиться, его размять будет уже проще. Все, слегка его вот так вот размяли.
Все, слегка вот так вот его размяли и откладываем. И оставляем пока в покое. Пусть он поджаривается. И в этом блюде я также буду делать такие румяные поджаренки, которые придадут вкусовой взрыв, такую палитру блюду. Потому что если оно будет просто полностью все мягкое, без структуры, то это будет уже не так вкусно, как с прижаренками. Вот уже жирок расходится, начинает топиться. Оно такое вот сочное. Вытапливается уже жирок. Так, дальше разминаем фарш, чтобы он не остался одним цельным комком, а по максимуму разошелся и был такими маленькими крупинками. Вообще в идеале использовать рубленое мясо, там, рубленую говядину, к примеру. Это будет прям вообще идеально. Но это простой, быстрый рецепт. Поэтому, если, как вариант, вы хотите заморочиться, сделать, ну, у вас есть, допустим, свободное время на это, то почему бы нет? Возьмите говядину, возьмите нож, либо топорики и порубите его, либо подморозьте слегка и мелко-мелко нарежьте обычным ножом. Так, перец. Также кубиками. Все лишнее убираем. А красного я возьму половину от этого. То есть, в принципе, в пропорциях на полкило фарша берите один большой перец. Чтобы был какой-то, допустим, набор цветов, можете взять 2 половинки разного перца. Так, отлично. Это откладываем пока в сторону. Мусор убираю. Все, фарш уже отлично разошелся. Вот такой вот он стал рассыпчатый уже. Поэтому я его оставляю. Добавляю еще огонь. Ставлю максимум и поджариваю хорошенько. И сверху я закидываю сейчас морковь, потому что она будет у нас обжариваться достаточно долго по сравнению с остальными ингредиентами. Поэтому я ее закидываю сейчас. И тушу сейчас буквально 5 минут, перемешиваю и буду добавлять томаты. Пока продолжаю нарезать оставшиеся ингредиенты. Напомню вам, что все пропорции вы можете найти в описании под видео. А также, друзья, не забывайте подписываться на канал и поставьте лайк этому видео. Вам не сложно, мне приятно. Пишите в комментариях, какие рецепты вам показать, и в следующих видео обязательно это сделаю. Также вас ждут обзоры на продукты, обзоры на доставку и острая лапша. Это да. От нее я никуда не денусь. Вы проголосовали, что вы хотите ее увидеть, значит, я ее вам покажу и попробую. Это, конечно, будет жесть. Это не то, что я сейчас готовлю чили кон карне по остроте, это будет что-то с чем-то. Вот он уже начинает стрелять, фарш, поэтому скоро можно будет его уже перемешивать и добавлять остальные ингредиенты. Вы сами видите, что совмещая процесс готовки и подготовки ингредиентов, блюдо получается максимально быстро и вообще не сложно. То есть нарезали, пока греется, засыпали, обжарили, пока обжаривается, нарезали следующее. И вот так вот чередуем, 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 и получается все очень быстро, просто и вкусно. Все, он уже начинает поджариваться, появляются такие шкварки небольшие. Так, отлично. Он уже поджаривается. Как раз, смотрите, как раз то, что надо. Теперь томатный соус. Здесь у меня 400 грамм. По густоте тоже смотрите. Он должен быть не жидким и не одним комком. То есть он должен
быть в соусе. И этот момент можно будет выравнивать либо говяжьим бульоном, либо обычной водой. Вот, отлично. Отлично. Так. Теперь, вот, чтобы соус полностью не выпаривался, я добавлю сейчас обычной воды, кипяченой. Буквально, чтобы сделать немного жиже соус и уменьшить температуру. Поставлю среднюю. Через 5 минут оно потомится, и я добавлю перец. Еще 5 минут потомится. Буду добавлять уже оставшиеся ингредиенты. Это фасоль и кукурузу, и чеснок. Заправлять и доводить до вкуса. Но сейчас я еще добавлю сахар, чтобы выровнять вкус, буквально чайную ложку. У меня есть кофейный стик, поэтому добавлю его. Так, отлично. Вот такая вот красота неимоверная получается. Он сейчас покипит, и через 2-3 минуты уже буду добавлять перец. Так, добавляю перец, всыпаю его сюда. Подавать это блюдо вы можете как в тортилью завернуть, так и с гарниром из риса. Отварили рис, насыпали себе порцию в тарелочку, сверху либо с краешку насыпали чили кон карне, и ужин удался. Так, 2-3 минуты еще тушу, пока нарежу чеснок. По чесноку вы тоже смотрите сами, если вы не любите чеснок, не добавляйте его вовсе. Если любите прям насыщенный аромат чеснока, то добавляйте его больше. Но поверьте, я не знаю, настолько, сколько я люблю чеснок и добавляю его везде, то вот этого будет вполне достаточно на этот объем фарша. Поэтому 3 крупных зубчика будут отправляться в наше блюдо, дабы улучшить его вкус. В принципе, чеснок усилит только вкус блюда, даст свой аромат, и остринки от него не будет чувствоваться, потому что он весь разойдется. Тут остринку надо регулировать уже перцем чили. Можно сделать, вот как я, например, сейчас буду делать, не острую, ну, за исключением добавления острой фасоли. Если, допустим, один из членов семьи любит остренькое, он может себе добавить либо там мелко покрошенные чили, либо, допустим, пару капель табаско. Тоже имеет место быть, почему бы и нет. Я, например, так частенько делаю на судне, когда готовлю какое-то блюдо. Понятное дело, что единицы людей любят прям острое, поэтому я добавляю, бывает, время от времени там соус шрирачу, либо табаско себе отдельно в блюдо. Вот так. Так, кукурузу я сливаю. А вот фасоль оставляю в соусе. Добавляю чеснок. Добавляю фасоль. Ни в коем случае не добавляйте фасоль и кукурузу вместе со всеми ингредиентами, то есть в самом начале, потому что она разварится и будет уже не такой структурный соус чили кон карне, а будет уже каша какая-то. Вот это, кстати, одно из моих самых любимых блюд. Вот чили кон карне просто обожаю. Это мясо, моя любимая кукуруза, моя любимая фасоль. Это просто взрыв мозга. А цвет с ума взбеситься можно. Но это просто красота, посмотрите. То есть, приготовив такое мексиканское блюдо, например, можно угостить свою девушку, жену, либо пригласить компанию из друзей, поставить, например, на стол такосы, взять, допустим, тортильи поставить, каждый себе возьмет определенную порцию, сколько он съест. Можно также еще нарезать сальсу томатную, будет просто
Просто восхитительно, и все будут просить у вас рецепт этого простого и вкусного блюда. То есть, по сути, мы как бы в определенной последовательности просто все подготовили и смешали, и блюдо почти готово. Еще буквально 2 минуты я его протушу. По жидкости я смотрю, что в принципе нормально, но смотрите, если, допустим, вы его будете есть сразу, то этого вполне достаточно. Если вы его хотите оставить, допустим, либо вы готовите большое количество, чтобы осталось на следующий раз, то лучше добавьте больше жидкости, так как соус в дальнейшем загустится, он будет намного гуще. И для того, чтобы его потом уже не разводить водой, не терять вкус, лучше сделайте сейчас немного пожиже. Вы когда будете набирать себе порцию, понятное дело, что соуса возьмете себе меньше. И оставшийся соус уже в дальнейшем оставит в нужной консистенции это блюдо. Отлично. Так, буду заправлять. Добавлю соль, перец, попробую, доведу до вкуса. И можно будет подавать. Соль, перец добавляйте по вкусу. Все, я выключаю. Посмотрите на эту красоту. Угу. Вот эта вот острая фасоль, она как раз дает такую легкую пикантность. Для тех, например, кому острое вообще не нравится, оно будет прям острое. А те, кто его периодически ест, то это прям вот будет пикантное. Ну вот примерно вот как есть, например, в прикуску с луком. Вот настолько пикантно будет. Тут примерно порций 6. Готовится, как вы уже заметили, быстро, просто. Очень вкусно получается. Вот, друзья, посмотрите, какая красота. Осталось лишь присыпать ее зеленью и наслаждаться. И что я хочу вам сказать, нет ничего сложного, уж тем более невозможного в кулинарии. Готовьте со вкусом, друзья. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забывайте про подписку. И до встречи в новом видео.